Привет всем любителям тактики и стратегии. Мы продолжаем играть в XCOM. Давайте глянем, что у нас тут происходит. У нас, значит, сейчас идет исследование биотехнологий. Мы уже почти расчистили наш первый отсек, чтобы получить немножко материалов. У нас осталось всего одно ранение. Это заступник. Блин, важный боец, конечно, но ладно. Так, я предлагаю... Уже раз у нас уже есть довольно много бойцов, которые определились, так сказать, да, со своей судьбой, мы посоздаем, наверное, отрядов, пока есть такая возможность. И я люблю пользоваться отрядами. Так, как только это делается, вот не помню. Вот так, да? Вот так мы их изгоняем. Сейчас, я думаю, не займет это много времени. Названия их я как-нибудь потом отдельно обустрою. Сейчас я их просто создам хотя бы с картинками и буду отталкиваться уже исходя из отрядов наших. Вот, я обычно столько их делаю, потому что у меня там был-то еще вот этот. Вот такой давайте сделаем. И да, опс. Окей, название потом им дам. Я буду раскидывать бойцов по связям. В зависимости от этих связей в дальнейшем буду закидывать людей в отряды. И будет очень удобно на миссии начинать. То есть мы просто выберем отряд, у нас сразу уже все как бы ребята соберутся со всеми связями. Все вместе пойдут. Ну, из тех, кто будет доступен. Вот. И сейчас мы посмотрим, что у нас тут уже есть по связям. Давайте, с кем у нас специалист хочет сдружиться? Ну, два спеца. Вот спец и снайпер. Хотя, смотрите, спецы и снайперы у меня часто офицерами являются. Ниндзя у нас такой стрелковый. Он тоже может быть, кстати, офицером. Блин, давайте сразу тогда подумаем, кто у нас офицером может быть. Котель точно будет офицером. Прям вот смотрите, с такой волей, с такой точностью. Точно офицер будет. Палермен вряд ли. Вот эту я уже задумал делать офицером, девушку. Ниндзя. Ну, ниндзя, бог с ним. Сенна тоже, наверное, будет офицером. Воля, меткость, ну, там доберет неплохо. Штурмовик вот у нас есть. С кем ты хочешь дружить? Со спецом. Блин, что-то как-то связи не ахти на самом деле. А заступник? Заступник со спецом. Кстати, это неплохо. Давайте. Вот у нас есть первая парочка. Ниндзя. Ниндзя спец. Может быть даже и да. Но ниндзя, кстати, ниндзя тоже так-то вакантный парень на офицера. Ниндзя офицеры довольно неплохие, они снижают проникновение всему отряду. Они сами по себе могут быстро проникать. Но это у нас стрелковый ниндзя, насколько я помню, поэтому... Да, давайте мы его завяжем все-таки. Вот у нас есть вторая парочка. Блин, не туда нажал. Извиняюсь. Взаимосвязь. И да, попал. Отлично, две парочки есть. Этих мы не будем вязать. Хотя тоже, смотрите, разрушитель. Разрушитель с акцентом на огнемет и снайпер. Ну, вообще такое себе сочетание, честно говоря. Давайте пока не буду, подождем. Подождем. А вот эту парочку мы уже можем закинуть. То есть у нас есть вот эта пара. И есть у нас... Так, здесь есть уже спец. Окей, нам хватит одного. И вот сюда закинем. Вот у нас уже формируется потихоньку отряды. Окей, с этим разобрались. У нас появилось немножко материалов, но нам все равно не хватает на отсеки. Какие, кстати, отсеки мы хотим поставить? Нам, наверное, партизаночка не помешала бы все равно. Дайте-ка я подумаю. Нам может не хватить, знаете, если мы сейчас потратимся на партизанку. Но нам, честно говоря, не так уж, чтобы и очень нужна. А что у нас есть по новобранцам? Новобранцев вообще-то много, можно так-то их пообучать. А здесь мы сколько получим? 50, да? Если мы сейчас продадим что-нибудь на десяточку, то можно, в принципе-то, и воткнуть партизанку. Давайте попробуем. Конечно, я гонюсь сразу за многими целями. Жадновато, так жадновато, но... Что у нас? Автозаряжение. Вот оно нам сейчас ни к чему особо. Ядро, прицел, давай, полетел.
Трупиков подождем, наверное, месяц. Мало ли скидка выпадет на солдатов, мы тогда в 2 раза больше получим. Отлично, 20-ка есть. Мы ищем... Хотя, кстати, контакт. Смотрите, 100 разведданных. 5, 4, 6. Вот здесь мы будем открывать контакт, я думаю. Ну да, давайте. Ой, извиняюсь. Погнали открывать. Здесь у нас люди есть. Может, они сами найдут миссию и без нас. Давайте откроем. Вот, отлично. Мы расчистили. Теперь вот здесь вот я хочу построить партизанку все-таки. Да, мы не будем назначать, она сама построится. Инженер нам пригодится дальше для расчисток. Быстрые материалы. Партизанка нам нужна для обучения наших новобранцев. В тех, в кого мы хотим, а не тех, кого нам выдадут. Так, цели. 7 дней. Ну, смотрите, кстати, неплохо. Ученый и 7 дней. И это при том, что мы не сканили сами, а наши люди, которые здесь работают на скане. Очень хорошо. Мы очень туда идем. Это важная миссия, нужная. Первый ученый. Надо ее точно выполнить. Не поскупиться на бойцов. Давайте, нам... Вот смотрите, можно уже даже по отрядам начинать набирать. Вот этих мы, конечно, не сможем, но вот этого ниндзя спеца можем взять. То есть ниндзя спец мы взяли, чтобы связь у них качалась сразу. 2 набора, кстати, наверное, многовато. Здесь я, наверное, возьму что-нибудь другое. Вот, например, патрончик экспансивный. Он с 2 оверами. Может очень даже неплохо так зайти. А ниндзя будет резать и сразу эвакуировать. Мы обязательно возьмем разрушителя одного. Ну, вот этого и возьмем. Будем качать его. Да, у него есть еще выкуривание далекое, это уж хорошо. Гренки, неплохо. Кого мы еще возьмем? Давайте возьмем рейнджера. 4 бойца. Новичка, я думаю, можно какого-нибудь закинуть. Ну, такого, знаете, посредственного, просто чтобы был тушка. Вот, у нас 5 человек. 4 опытных парня. Так, мы берем вот так. Возьмем аптеку рейнджеру. Гранаты им не очень хорошо заходят. Мы возьмем дым на всякий случай. То есть у нас есть 2 аптеки, есть дым, есть 1 свет, граната. По мобильности у нас все вроде бы устраивает. Обычных гранат у нас 1, 2, 3, 4, плюс есть ракета. Вроде бы неплохо, вроде бы должно хватить. Светошума нет, маловато, 1 всего светошумка. Ну, нам, по идее, не должно их много быть. И не нужно много. Так, а модули я продал, да, все? Да, продал. Да, я думаю, нормально. Нам хватит. Я верю, что мы справимся. Погнали. Продолжаем открывать регион. Чем раньше мы его откроем, тем лучше. Мы сразу назначим людей заниматься чем-то там полезным. Открываем. Угу. Исследование. Класс. Открылось вскрытие офицера. Да, тут много чего полезного. Это патроны. А и все, что ли? Надо же. Так, солдат. Ну, модулька, смотрите, 4 дня. Конечно, я солдата бы открывал, но модулька 4 дня, давайте. Пока что модульку. Угу. Тут у нас расчистка, тут у нас строительство, нормально. Да, и открыли регион. Прекрасно. Тут у нас 6 человек. Смотрите, 1-1. 1-1-1. Очень хорошо. Пусть они здесь ищут миссии. И здесь тоже 6 человек ищут миссии. А мы в штаб станем, чтобы побыстрее построить партизанку. И побыстрее у нас деньги пошли от расчисток отсеков. Вот за что я люблю заступников, что очень быстро можно все почистить. 12 дней и еще ученый. Господи, вот это халява. Вот это халява, вот это фарт. Надо же, какой тяжелый был старт и как фартить сейчас. Сразу 2 ученых. Я безумно рад. 12 дней, блин, это же вообще, это можно просто
Кого хочешь набирать. Ну, точно возьмем снайпера на прокачку. Мы возьмем... Кого мы возьмем? Тут можно, знаете, даже так новичками все забить. Можно даже 2 снайпера взять, качаться. У нас эвакуация, то есть у нас не будет скрытности, давить старт без скрытности. Нам бы ниндзя не помешал для разведки. Снайпам давайте выдадим. А у тебя метка, ты полезная и так будешь. Да, ты будешь полезная и так. Набор вот можно тебе дать. Хотя ниндзя тоже набор. Очень хорошо заходит. Давай ниндзя набор дадим. Набор, защита. С4 давайте возьмем попробовать. Я сам, честно говоря, не пробовал ни разу. Можем попробовать. Штурмовик. Защита нам нужна. Это, кстати, у нас довольно медленный штурмовик. Поэтому мы не будем жестить. Свет возьмем вот и все. И больше не будем брать. Такой медленный штурмовик, но точный. Снайпер. Здесь тоже медленный снайпер. Не алло. С аптечкой будет бегать. Итого вот так, да. Глайд, кстати, можно взять пистолет тогда. Вот автопистолет возьму. Смотрите, у обычного пистолета урон 1.3. У автопистолета гораздо больше 2.4. Плюс он критует. Но его проблема в том, что он по броне вообще не бьет. То есть, смотрите, там бронебойность минус 2. Что это значит? Что мы... Ну, по броне он вообще, можно сказать, урон никакой не наносит. И он менее точный на дальних дистанциях. Но нам на дальних дистанциях у нас есть винтовка. Вот, поэтому я беру частенько так снайпером автопистолет, чтобы они могли сделать ход и пострелять все-таки в этот ход, а не просто перебегать куда-то. Так, 4 опытных есть. Вот этих 4 опытных я предлагаю оставить на какую-то более интересную миссию, если мы сейчас еще найдем. А вакантные места здесь забить какими-нибудь парнями. Так, что с тобой? Что с тобой? Что с тобой такое? Ты же вроде женщина. Да, давай вот так. Ну, давайте вот такого возьмем. Так, смотрите, вот как много мы набрали, а времени все равно вагон. Но на самом деле больше 6 я не вижу смысла набирать. У нас есть 2 аптеки, у нас есть свет. Кому-нибудь более быстрому и более косому гранат сейчас дадим. Отлично, гранаты. Тут у нас все хорошо, у нас всего много. Можно даже дым вот сюда закинуть. 12. Честно говоря, не вижу такой прям острой необходимости. Раз, два, 3 гранаты. Свет есть, свет есть. Ну, давайте, ладно. Дам еще дым. То есть вообще мы очень сильно укомплектованы здесь. 2 снайпера, конечно, но нормально, нормально. Я не вижу смысла еще сюда кого-то кидать. Хотя, может, и надо. Сколько у нас народу остается? Раз, два, 3, 4. И еще нужно 2, да, закинуть. Ну, давайте, ладно, возьмем вот этого парня. Граната свет. О, смотри, какой быстрый. Давайте еще грену ему дадим. Все, эту миссию мы, ну, прям, ну, точно пройдем с такой толпой. Погнали. Так, и продолжаем копать. Подожди, мисклик. Продолжаем копать. Уже 2 миссии хороших, я доволен. Даже если сейчас ничего не найдется, в принципе, меня это устроит. Вот, раскопано. Видите, как штаб заступников тащит. Можно дальше продолжать копать. Вот здесь. Копаем. Что мы там нашли? 6 дней. Неплохо. Но это новобранцы. Новобранцы и персонал. Ну, давайте я полечу на нее. Но если я найду что-то более интересное, я, возможно, ее даже отменю. А здесь мы берем уже зарезервированных. Кстати, заступник отошел. Смотрите, как хорошо. Как раз у нас спецзаступник по связям. У гранатометчика давайте глянем, что за навыки выпали. У этого, вот смотрите, в моей сборке я гранатометчикам всем по дефолту дал гранату. Она рандомная, то есть у них или дым, или свет. Такой легкий баф гранатометчиков. На первом уровне они всегда имеют еще бонусную греночку саппортерскую, что позволяет нам побольше дать им взрывных гранат, ну или как-то отталкиваться от нее, там по навыкам дальше будет видно. В общем, помним, что у нее дымка. Мы ей дадим жилет, потому что мы всем даем жилет, а все остальное забиваем гранатами.
И плюс у нас есть дым халявный. Неплохо. У нее плохая очень мобильность. Поэтому берем вот так, чтобы она, ну, хоть как-то могла передвигаться у нас. Вот такая загруженная вся. Спец. Спец. Мы берем керамику. Мы берем аптеку, я думаю. Давайте свет пока что. Пока так. Пока так. Вот хотя Гренычу... Не, Гренычу я хочу гренки брать. Заступник. Заступнику, честно говоря, я бы скрафтил патрончик вот этот, который бьет по небронебойным. И мы будем помнить о том, что у нас у заступника именно этот патрон. И будем избегать им атаки бронебойных целей. Пусть он у нас работает исключительно по... Кстати, здесь чтобы ему взять? Я, наверное, аптеку даже возьму ему. Он за счет крюка может... Ну, мобильный, довольно мобильный он за счет крюка. И он может, если что, спасать пацанов наших. Пусть будет аптека. И мы выберем кого? Разрушитель. Спасите. То есть нам надо убить врагов, взломать и убежать потом. Разрушитель нормально. Берем гренки. Ага, для мобильности. Кого еще? Можно взять рейнджера, чтобы не набирать новичков. И тогда у нас точно будет такой плотненький отряд. Но и по миссиям, наверное, все. То есть миссии мы уже не будем искать. Наверное, мы пойдем на то, как есть. Мобильности они очень... Аптек, сколько у меня аптек? Раз, два, да, это перебор. Свет давай. Да, у нас есть 2 света, есть 1 дым, мы помним здесь, и много-много гранат, и разрушитель, заступник. Ну, тут точно мы выполним это все. Погнали. На 3 миссии сразу летим. Да, давайте сканем дальше. И вот у нас готова первая миссия. Спасение ученого. Освободите ВИПа, то есть старт в скрытности. 5 человек, из них 4 опытных. Вперед. Активненько такой у нас пошел старт. Сразу на 3 миссии полетели. И они вроде бы как выглядят все перспективно. Надеюсь, все мы их сможем выполнить. Лишь бы я только не фейлил, как в прошлых сериях. Надо, наверное, меньше говорить и больше думать. Долгая загрузочка. Что-то я не посмотрел. Наверное, карта большая. Кстати, не забывайте, что во всех видео у меня будут тайм-коды стоять, чтобы вам не приходилось ждать такие долгие загрузки. Вы, если что, просто на тайм-коде посмотрите, где начинается миссия, и мотайте. То есть ничего зазорного нет, чтобы не ждать вот эти черные экраны долгие. Это так, на будущее. Итак, мы находимся в углу. Да, мы в самом углу. Цель наша в противоположном углу. Да. И я думаю, мы пойдем по краешку. Пойдем вот как-то так. И потом наверх. И у нас все в маскировке. В принципе, мы ничего не боимся. Людей тут нет, я надеюсь. Давайте проверим. Вроде бы нет людей здесь. Давайте потихоньку пойдем. Главное не нарваться на дронов. Пока не видно. А если вот так? Ага, солдатики. Нормально, солдатики. Мы, в принципе, можем все равно их обойти. Или где-нибудь вот здесь, вот с этой крыши начать бой, например. Забраться на нее.
наверное, вот здесь мы можем на нее забраться, где-нибудь вот здесь расположиться и завязать выгодный нам бой. И потом отступить, соответственно, где-то здесь за машинами туда. Наверное, план такой. Так, давайте вот так. О, ниндзя какой мобильный. Приятно. 17. Очень мобильный ниндзя. Это, кстати, тот неудачник, который нам 2 раза фейлил. Надеюсь, он не будет себя так вести здесь. Так, механик Стэтхэм, тут же подходи. 18 ходов. Нормально. Подкрепа, наверное, где-нибудь на 12 будет. Так что время у нас пока есть. Вот смотрите, можно даже здесь забраться. По идее, меня никто не должен там увидеть. Давайте осторожно подбежим. Посмотрим сверху. Ага, вот и дрон. Как обычно, дрон-облом. Все планы мои рушит собака такая. Вот здесь, я надеюсь... Ну, давайте не будем. Вот так подойдем. Пока что вот так. И всеми, пока нам дают такую возможность, поднимаемся на крышу. Вот так. О, кто тут не дотягивается? А ты добежишь? Вот эти ребята уже такие помедленнее. Они у нас не успевают. Они уходят за угол. Может быть, стоит их здесь принять. Чтобы они нам потом не мешались. Но мне не хочется, конечно, со всеми начинать битву. Хочется только вот принять либо тех, либо этих. Но вот этих я уже не могу принять. То есть здесь вообще как бы к ним не подобраться. Всяко будет неудобно. Наверное, вот с этих мы будем начинать. Поэтому мы как-нибудь сейчас тут займем позицию такую интересную. Ниндзя может сюда встать. Кого он там видит? Он видит фазовых дронов, да? Нет, здесь ему не надо находиться явно. Иди-ка ты обратно. Да, я не хочу видеть вообще там никого. Здесь мы спустимся. Здесь мы... Так, как ты так палишься? Давай вот так. Да, стой. Вот эти ребята. Кого ты отсюда видишь? Кого надо видишь? В принципе, норм. Ты у нас отсюда тоже кого надо видишь. Да, давай вот сюда. Тут можем ломануть. Смотрите, мне самое главное, я хочу начать с этих двух, и мне важно, чтобы я не спулил никакие другие паки. Но меня вот здесь волнует вот этот момент, что я вижу вот этого солдата, значит он спулится. Кто его видит? Ты не видишь. Ты не видишь. И ты не видишь. Кто же его видит? Меня очень смущает этот парень. Прям очень он меня смущает. Давайте я, наверное, подожду немножко. И Стэтхэм у меня отстоит так, не так не сяк. Может быть, даже его вот сюда поставить, чтобы его спалили, и таки началась заварушка. Давайте я поставлю. Может быть, его спалят. Я на самом деле хочу, чтобы они меня спалили. А они отходят. Не судьба. Но план не меняется. Все равно я хочу начинать с них. Только как-то это уже не так удачно. Давайте вот так. Кто же там видит тебя? Вот так. Все равно кто-то видит. А, ну ты и видишь, блин. Давай сюда. Ты опять будешь видеть двоих. Как же мне не нравятся те люди. Ниндзя. Ниндзя я бы, наверное, здесь оставил. Чтобы он подсвечивал нам, кто там будет. Разрушитель. Может, с ракеты прям начать, а? Туда ракету все равно я, скорее всего, не буду пускать. Я боюсь поранить тех. Хотя здесь, видите,
тоже было бы неплохо ракету. Давайте еще подумаем. Так, ну вот этого парня сейчас видит ниндзя, а не Котель. Котель у нас может ломануть, попробовать. Кстати, ломануть он может даже тех тоже попробовать. 35, 35, 43. Давай-ка мы поставим овер тебе. Ты пока просто сиди, наблюдай. Здесь мы стартанем с ракеты. Здесь будет тоже овер. Ниндзя на всякий остается. И мы вот так стартуем. Все. Погнали. Нормально. Бабахи. Надеюсь на оверы. Первый. Отлично. Второй. Отлично. И еще остается овер. Да, часовой. И все-таки мы спулили этих двоих. Ну, кстати, смотрите, как хорошо спулили. Overwatch спец тащит. То есть у нас остался всего один. Эти взбудораженные, они побегут, я думаю. И ниндзей я бы, наверное, на самом деле не хотел суетиться. Я бы, наверное, затаился здесь. Можно еще Котеля отвести. Но я не хочу. Я не хочу. То есть, по сути, мы боимся одного этого солдата. Да, он по кому-то постреляет. Но не думаю, что это прям так страшно. Поэтому просто сидим, ждем. Да, эти бегают, суетятся. А он побежал. Все нормально. Нормально. Он, кстати, сейчас, это даже хорошо. Он побежал, он им сообщит инфу о нас, и они пойдут к нам и присядут на наши оверы. Это даже вообще очень хорошо, что так все произошло. Единственное, у фазовых дронов... Я могу вам показать их? Да, могу. Фазовый дрон, смотрите. Особый дрон, охотник Адвента, призванный находить и уничтожать скрытые ячейки сопротивления. Это новый враг. В чем его фишка? У него конский, вообще прям бешеный обзор. Вот здесь не видно, но вот смотрите, вот можно косвенно оценить. Дрон стоит здесь, а вижен у него аж вот здесь. То есть он видит даже еще дальше, чем обычные дроны. Вот. Он не умеет оглушать, но у него конский обзор, как я уже сказал. Он может помечать цели и пуляет ракетами, если вы сгруппируетесь где-то все кучкой. Вот. Ну, еще он умеет проходить сквозь стены. Такой интересный враг, который, как видите, с самого начала уже появляется иногда. Вот. Он, в общем-то, нам не сильно опасен. Такой большой угрозы он не несет, если вместе не собираться. Вот здесь, например, не надо будет сидеть. И мы будем встречать их на оверах. Давайте аккуратненько сюда. Overwatch. Здесь перезарядка. Overwatch. Чтобы у нас двойной был. Ниндзя. Ниндзя здесь сиди. Мне нравится это место. Разрушитель. Разрушителя можем поближе пододвинуть. У него две греночки, огнемет. Он нам пригодится. Тоже овер. И вот тебе... Как я говорил, группиться нельзя. Желательно. Желательно не стоять вместе, чтобы ракету не пульнули. Вот как-то так тогда, окей. Здесь тогда будь. Так, они как-то... Увидели? Что происходит? По-моему, они увидели... Да, они увидели, пошли оверы. Мимо. Часовой. Здесь что? Покоцали. Покоцали. Так, ну, нормально. Нормально. Солдатик. Бит. Блин, спец у нас MVP прям. Еще дрон. Вот этого дрона можно попробовать ломануть. Или не пробовать, опять овер прожать. В принципе, мне нравится, как у меня оверы работают сегодня. Я вот немного не понял, офицера-то мы спулили или нет? Написано 4. Раз, два, три, 4. Да, мы его спулили, просто он как-то странно спулился. Где-то далеко там. Так, давайте по порядочку. Смотрите, какая точность хорошая. Может быть, пострелять, даже не ломать. Так даже, может, лучше будет. Что по разрушителю? Снизу где-нибудь можно? Гренки, гренки, да. Гренки. Да, я, наверное, греночку кину им.
на вот этого дрона, иначе мы его будем ковырять очень долго. До двоих мы не можем, поэтому на него снять этот армор. Да. Рейнджер. Рейнджер жалко 2 выстрела не может сделать. Ну давай 1. Минус дрон. Ну и, ну, видимо, и перезарядочка. Ты. 80, 77. Ты. Хочется, конечно, овер прожать, то есть тупо перезарядиться и овер, но эти дроны, я уже с ними сталкивался, они, в общем-то, не сильно-то и любят двигаться, они часто, вот они сейчас встали так, они, вероятно, так и будут стоять, просто будут вешать метки, стрелять или какую-то ерунду делать, поэтому наши оверы могут не сработать, наверное, будем просто стрелять. Мы перезарядимся и просто постреляем. 79, минус 1 будет. Ну ладно, ладно. Тоже перезарядка. Бьем хотя бы одного. Да, и мы его убрали. И ниндзя. Честно говоря, не хочется вылазить. Смотрите, 6 плюс 2, 8. Где-то еще может быть дрон. Ну или кто-то там один. А может и никого не быть. То есть... ну мы его не видим, видите, даже если бы я хотел его зарезать, я его не вижу. Вообще нет никакого смысла раскрываться. Просто сидим. Так, он вылез. Что он делает? Стреляет. Я не думал, что он с такого расстояния попадет. Да, кстати, с последним патчем я дал этим дронам. Это такой момент тоже, если вы будете играть в сборку, прожимаете F1, обязательно смотрите, то есть рядом с оружием пишется, есть ли у оружия что-то особенное. Вот, например, у этого дрона есть оглушающие патроны. У некоторых бойцов бывают какие-то патроны специфические. Вот у дрона есть оглушающие патроны, то есть он все-таки может оглушать, но он делает это очень редко при обычном выстреле. Если он с обычного выстрела по вам попадает, то есть небольшой шанс, по-моему, 20%, что он вас оглушит. То есть это очень редко работает. Не так эффективно, как у обычного дрона, но зато он может это делать с большого расстояния. Так, и офицер зато вылез. Давайте я его зарежу сразу. 92. Большой урон с разбега. Он мне не нравится, хочу его зарезать. Плохо, конечно, что мы получили ранение. Такое жирное еще ранение. Зарезали. Сразу его эвакнем отсюда. Да, прицел неплохо. Это еще 10 материалов. Ну и дрона надо просто расстрелять, отомстить за ранение. 63. Ой, как тебя, конечно, поранили. Нехорошо. Ломать мы тебя не будем. Как-то это мало перспективно. Просто мы тебя убьем. Освободим человечка. Ну, отлично. Котель у нас прям хороший сегодня. Ты бери лут. Похоже, врагов нет. Походу, их было 8. Но сильно расслабляться не будем. Наверное, надо подлечить еще вот этого парня, а то он будет очень долго бежать, если его не подлечить. Так, здесь офицера забираем. 10 материалов. Пригодится. Какие еще трупы есть интересные? Фазового дрона бы я взял. Они довольно редкие, кстати, эти дроны. И из них можно делать те самые глушающие патроны, которые я вам показывал. Поэтому, наверное, вот их я и заберу. Не факт, что мы их часто будем встречать. Спец у нас что? Помехи. Можно будет попробовать ломануть. Но позже, я думаю. Тут открываем, спасаем ученого. Стоимость, конечно, вообще must have. Это очень много разведки, считайте. Давайте я попробую. Ну, не судьба. Мы бы и здесь не выбили. Но если бы выбили, это было бы очень хорошо. Это примерно 33 разведки, считайте. Да, качнули Котеля. Пока не двигаемся. Здесь подойдем. Подлечимся.
Да, ну сам виноват. В уязвимом довольно месте оставил этого чувачка. За что поплатился. Так, здесь откроем дверь. Да, походу нет врагов больше. Можно не суетиться сильно. Ну что, вроде неплохо. Да, есть ранение, оно долгое. Но зато это ученый. Оно того стоит. Плюс у нас сейчас ниндзя довольно вальяжно собирает трупы. Дрон. Погнали. Как он быстро улетел. Кстати, я продавал обычного дрона. Но мы их еще увидим очень много. А вот фазовых не факт. Так что предпочту фазового все-таки забрать. Так, и мы раньше времени не уходим. Что такое, что? Да, раньше времени мы не уходим. Мало ли там подкрепа прилетит. Котель, беги. Ты перезарядись. Фазовый дрон. Еще один. И подкрепа, да, у нас. Ну, ниндзя мы просто побежим. Этими ребятами мы встретим, насколько это нам позволит. Я бы даже откуда-нибудь отсюда их повстречал. Так, и котелем можно ломануть. Ты же увидишь? Да, увидит. Помехи, ерунда. А вот награда что у нас? Что по награде? Разведданные. Ну, ПБ фигня, в общем-то, и шанс маленький. Давайте разведку. Да. Ладно, зато качаемся. Каждый взлом — это кач спеца. Поэтому когда-то он будет настолько крутым, что как орешки будут щелкать эти вышки. Два пацанчика. Минус. И почти минус. Полуживой. Что, ты подвис, что ли? Давай, давай. Беги. Зависай уже. Так, кем можем добежать? Мы просто бежим. Котель у нас не успевает, просто бежит. Разрушитель, возможно, даже постреляет. 30. То есть, смотрите, это походу баг, да? То есть он стоит, выглядывает, но на самом деле он стоит, наверное, вот здесь. Да, он стоит вот здесь. Но не знаю, то ли из-за этих людей, то ли из-за чего. Он как будто бы вот тут. Очень странно. Покачаем меткость на нем. Хорош. X. Все, успешненько. Ну, меня устраивает. Да, все получили волю, плюс 1 очко способностей. Нормально. Самое главное, что это ученый, первый ученый. Ну, ранение неприятно, да. Ну, полежит один человечек у нас. Пока что это у нас, походу, будет одно ранение. Все вроде бы остальные здоровы. Довольно видели, Сетхэм улыбится. Да, 32 отлетел, конечно, Дрейк. Но он был новобранцем. Бог с ним. И у нас рейнджер получает повышение. Хорошая точность, хорошая мобильность. Так себе воля. Но воля поднимется, если он будет на миссии часто ходить. Уклонение даже какое-никакое есть. Я, помнится, хотел сделать из него такого мобильного рейнджера. Сейчас глянем, что у нас есть. Значит, это все мимо кассы. Вот это интересный задел для обреза, чтобы почаще обрез использовать. Давайте я помечу, подумаю. Верный выстрел для рейнджера очень круто. Превосходная реакция очень круто для Overwatch рейнджера. Прям очень круто. Но смотрите, низкий. Вот эти навыки, мне кажется, я не осилю.
Мастер Скаут очень крутой навык для разведки. Но не сказать, что рейнджеру это надо. Зона поражения не хватит. То есть, смотрите, он такой, у него низкая смекалка. Я думаю, здесь нам не хватит на серьезные навыки. И раз я уже решил с его такой мобильностью сделать его мобильным, наверное, я пойду в ветку мобильного рейнджера. В чем его суть? Значит, он будет восстанавливать боезапас обреза. У него будет 4 за счет вот этого. И так 4 заряда обреза. Здесь он будет восстанавливать. Он будет часто у нас фланговать, много двигаться благодаря вот этим двум навыкам. Этот навык позволяет сделать движение, если кого-то мы убили. Этот навык позволяет сделать движение, если мы кого-то фланганули. То есть, видите, да, как бы прослеживается. То есть бегаем, флангуем, убиваем, часто используем обрез. Лицом, вот здесь не знаю. Наверное, лицом к лицу, что? Да. Вот здесь можно подумать. В принципе, для такого клазового рейнджера, который часто сближается с врагом, и вот это тоже хорошо. Это просто всегда хорошо. Ну, это, наверное, мимо кассы. Овера мы не берем. Тут надо будет подумать, выбрать. Я, наверное, позже с этим определюсь, что я выберу. Здесь тоже будет выбор непростой. Разрыв, я думаю, всем знаком. Это просто мощный выстрел с критом, который вешает разрыв на цель, и она становится уязвимой. А вот эта штука, это что-то типа мясорубки, но только с дробовиком. То есть все, кто в радиусе 3 клеток рядом с ним пытаются шевелиться, получат из дробовика. Очень классная тема. То есть мы подбегаем вплотную к врагу. Даже знаете как? Мы убили врага, получили, допустим, движение, и подбегаем там практически в упор к другому врагу и просто стоим там. И этот другой враг начнет что-то делать на следующий ход и получит из обреза. Ну, какая-то такая тактика. Наверное, даже я возьму этот навык. Заодно посмотрим на него, потестим, если вообще доживет наш парень. Здесь у нас что? Ну, агрессия понятна, хотя вот здесь уже есть криты. Наверное, агрессию мы не будем брать. Можно взять тактическое чутье, учитывая, что мы будем пытаться фланговать. Увечье, наверное, мимо. Наверное, вот так мы как-то пойдем. То есть мы возьмем немножко защиты. Скиллы на дробовик, криты вблизи, много движения. Здесь подумаем. И опять дробовик, да, ну как-то так. Я понимаю, что не оптимально, что можно было бы всегда собирать рейнджеров по такому, знаете, стандартному билду, типа там, да, меткость, точность, все вот это дело. Но это скучно. Мы же тестим. Мне хочется, чтобы бойцы были разные, у них были какие-то фишки. Вот Стэтхэм у нас будет агрессивный рейнджер-фланговик. Так мы и порешали. Труп офицера, 2 фазовых дрона неплохо, защита прицела неплохо, ученый очень хорошо, мало данных. Это что такое? А, из-за ранения, смотрите. Диспозиционное неподчинение. Какой в этом смысл? Что это дало нам? Так, а что здесь что дает? Может вызвать панику среди отряда при приближении смерти. Как интересно. То есть, видимо, если у нас кто-то сильно будет ранен, он, наверное, может запаниковать или вызвать панику у других. Интересно, надо будет избавиться от этого. Но пока мы не можем, нам нужен госпиталь. Ну и плюс этот боец у нас вообще не скоро в строю окажется. 32 дня. Я даже повышать его не буду, потому что я не понимаю, сколько у него хп. Когда подлечится, тогда повысим его. Вот, ну а для этой серии, думаю, достаточно. Всем спасибо за просмотр. Встретимся в следующей части.